Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич, и это продолжение серии видео по тортам с пряничными топперами. Такие торты хорошо тем, что весь декор очень низкий по себестоимости, и меренги, и пряники стоят копейки. И самое главное, хранятся долго. То есть их можно изготовить за неделю, за две и даже за месяц, что очень удобно для тех, кто работает в сфере с заказными тортами. Сегодня завершающая часть. Я покажу правильную сборку торта, выравнивание цветное, радужное, подтеки, а также установку пряничных топперов на торт. Досмотрите это видео до конца, впереди много интересного. Я достала бисквиты из морозилки. Тут у меня подложка. Подложки используйте жесткие, минимум 3 мм толщиной, с двухсторонней ламинацией. Желательно белого цвета, это будет очень стильно смотреться. Также у меня кольцо, которое я установлю на подложку. Размер подложки должен быть на 6 см больше диаметра кольца. То есть если у нас здесь 18, прибавляем 6 по 3 см с каждой стороны. Получаем 24 см в диаметре. Подложку нужно будет заказать перед работой. Чтобы торт у нас не ездил при транспортировке, мы должны его приклеить к подложке. Достаточно таких 2-3 небольших кусочков крема. Если вы много его нанесете, то наоборот, торт будет ездить. Желательно брать плотный крем, который содержит масло. Вот ганаш идеально подойдет. Итак, отправляем первый корж и одеваем сверху него кольцо. При выпечке корж немножко усыхает, поэтому колечко можно подтянуть. Чтобы кольцо не разъезжалось, я вот тут сбоку поставила половиночку зубочистки. Обратите внимание, собираю без бордюрной ленты, здесь это не нужно. Но если у вас есть лишняя бордюрная лента, кстати, я советую пользоваться лентой 120 микрон, не самая толстая, вот именно такой, она удобнее всего. Так вот, если есть лишняя лента, то можете ее туда вставить внутрь. Но, повторюсь, с данным тортом это не обязательно. Закручиваем мешок в руке, можно намотать его вот так вот на палец, это будет удобно, и работать будем вот таким вот образом. Если вы только начинаете, то можете воспользоваться вот такими зажимами, это очень удобно. Срезаем кончик, диаметр отверстия примерно 1 см, то есть высота нашей будущей прослойки кремовой. И начинаем отсаживать крем. Можно это делать на поворотном столике, если он у вас есть. Просто равномерно распределяем его по предыдущему слою. Красота здесь не важна. Даже если останутся где-то пустоты, они все равно сейчас заполнятся, так как верхний корж мы будем придавливать. Ничего разравнивать не нужно, это лишнее. Обратите внимание, бисквит у меня будет к низу, ганаш кверху. Хорошенечко утрамбовываю корж. Не бойтесь, давите хорошо. Вот тут у меня был подрезанный бисквит, его можно сейчас надставить, то есть вставить туда кусочки, и никто не заметит, что у вас там был какой-то косяк. Так, есть. Теперь этот же мешок одеваем на стакан, ставим весы на 0 и добавляем туда 250 грамм крема. Еще один корж. Хорошенько его утрамбовываем. Оставшийся крем мы будем использовать для выравнивания. Его нужно срочно убрать в холодильник. И последняя кремовая прослойка. Этот мешок, кстати, вы можете не выбрасывать, отправить его в холодильник вместе с чашей и туда же накладывать крем для выравнивания. Отправляем последний бисквит. Его уже ничем не покрываем. Желательно, чтобы он выпирал над формой примерно на сантиметр. Ну, у меня здесь получилось на полсантиметра, это тоже годится. Кладу сверху ровную доску, придавливаю со всей силы и отправляю торт в холодильник до застывания. А также сверху положу груз. На такой маленький торт достаточно будет 2 или 3 килограмм. То есть ставлю в холодильник и сверху нагружаю пачки со сливками, с сахаром, что угодно. Это нужно для того, чтобы тортик хорошо утрамбовался. Во-первых, из него выйдет лишний воздух. При транспортировке такой торт будет очень хорошо себя вести. Во-вторых, вся масса, весь бисквит, весь крем распределится к краям, и у вас будет идеальная вертикаль. И в-третьих, у вас будет идеальная горизонталь. Видите, я доску убрала, и груза нет. И у меня уже тортик вот такой вот, немножко
кривенький. Вам, наверное, не видно, но я это вижу хорошо, вот тут бугор. Когда же тут будет груз, то верхушка, то есть вот эта горизонталь торта у меня будет идеально ровная. Итак, в холодильник до застывания примерно на 3 часа. И сверху сразу же ставим груз 3 килограмма. Достаем торт из холодильника, снимаем груз, доску, пленку и видим идеально ровный торт. Теперь нам нужно извлечь его из формы. Берем узкий нож, вставляем в форму и, давя на колечко, то есть не на бисквит, иначе вы его порежете, а на кольцо, прорезаем торт по бокам. Сейчас есть два варианта, как вы можете доставать торт. Во-первых, если у вас кольцо неразъемное, вы просто поднимаете его вверх. Видите, пошло. При этом торт можете вот так вот рукой толкать. Главное здесь кольцо поднимать не в сторону, а строго вверх. Или если у вас разъемное колечко, вы можете его просто раскрыть. Главное, перед этим не забудьте прорезать торт ножом. Вот такой у нас красавец получился. Сейчас будем его выравнивать. Займемся выравниванием. Для этого нам потребуется поворотный столик. Кстати, можно без него. Вы можете просто брать и двигать подложку рукой. Но это будет довольно-таки сложно сделать, поэтому столик желателен. Но опять же, если вы торт делаете раз в год, зачем вам нужна эта штука? Если чаще, то советую приобрести. Можно вот такой вот, это из Икеа. Можно металлический столик, очень хороший, очень рекомендую. Всякие разные пластиковые брать не советую. По моему опыту, это лишняя трата денег. Ставим торт строго на центр поворотного стола. Под подложку я постелила силиконовый коврик, для того, чтобы тортик не скользил. Я достала крем из холодильника. И крем желательно немножко пробить. Не обязательно это делать миксером. Можно просто выгладить лопаткой. Для того, чтобы избавиться от лишних пузырей, которые могли возникнуть, когда крем стоял. А также из-за низкой температуры он мог стать очень плотным, что помешает нам выравнивать торт. Отправляем крем в мешок. Воспользуемся зажимом и наносим крем на торт. Сверху я придавливаю мешок довольно плотно, для того, чтобы у меня был сверху тонкий-тонкий слой крема. Нам нужно просто сделать красивую верхушку, чтобы не было видно бисквита. Для этого не нужен толстый слой крема. А вот на угол мы должны нанести довольно много. Я отсаживаю толстую колбасу крема вот в эту зону. Наклоняю мешок на бок. И еще одна толстая колбаса на угол торта, только уже сбоку. Боковинку закрываю вот таким вот образом. Если делать это по воздуху, то есть не вклеивать крем в торт, то он будет отваливаться. Поэтому я давлю на торт. Если крема не хватило, вот как у меня, не переживайте, сверху будут остатки, и мы их распределим на бока. Это черновое выравнивание, на него не нужно тратить сильно много крема. Люди любят, когда крем внутри, но не очень любят, когда он снаружи. И поэтому, чем более тонкий слой мы нанесем, тем лучше. Я беру скребок, обратите внимание, он металлический. У него нет вот в этой части ручки, то есть ровная боковина, для того, чтобы я могла его вот так вот прислонить и понимать, какая у меня горизонталь. Если бы тут была ручка, у меня бы скребок ровно не стоял, он бы стоял под углом. Итак, начинаю выравнивать верхушку. Делаю это при помощи скребка. Прислоняю его не вот так и не вот так, а под углом 45 градусов. Сбоку покажу вам. То есть не вот так, не лежа, а под углом 45 градусов. И начинаю выравнивать. Придавливаю и прокручиваю. Вот на этот угол я сильно не давлю. Мне нужно, чтобы тут остался вот этот вот жгут толстый. Вот обещанный оставшийся крем. Можно снять его при помощи силиконовой лопатки и нанести на боковину торта. Продолжаем работать над верхушкой. Скребок, если мы его прислоняем повторно, должен быть чистым.
И уже на чистовую аккуратненько прислоняю скребок. Уже не столько счищаю, сколько просто приглаживаю крем для того, чтобы убрать пузыри, которые могли образоваться. Какие-то маленькие дефекты, например, вот такие, лучше оставить на потом. После холодильника их будет очень легко снять или заровнять лопаточкой. Теперь займемся боковиной. Прислоняю чистый скребок. Держу его не вот так, не под углом 90 градусов. Не вот так, а под углом 45 градусов. Смотреть буду не сюда, а вот сюда. Мне нужно видеть, что выходит из-под скребка. Нужно ли изменить нажим или угол. Я все это должна видеть. Довольно плотно давлю на скребок. И пальчиками перебираю поворотный столик. Теперь наносим крем на те места, которые у нас открыты. И еще раз прохожу скребком. Бисквит темный, поэтому крем немного просвечивает, ничего страшного. Здесь будет чистовое выравнивание, и оно все закроет. Главное, что вас должно интересовать вот этот угол. Тут не должно быть видно бисквита. И последний раз прохожу скребком сбоку. Вот до такого состояния. Этого достаточно. Корону вы можете снять прямо сейчас. Или проще всего отправить торт в холодильник, крем немного подстынет, станет более плотным, и тогда мы сможем его аккуратненько снять лопаточкой. Если это делать сейчас, есть риск, что вы ее сомнете. Давайте я вам покажу, как ее можно подчищать на этом моменте. Я прислоняю скребок и в центр протягиваю его. Вот таким вот образом. Беру немножко выше, чем есть на самом деле, для того, чтобы рука привыкла и почувствовала, сколько мне нужно давить. Если я стешу половину угла острова, то все будет плохо, и нужно будет переделывать снова, то есть опять наносить наверх, на бок, опять вот здесь вот выравнивать, и это, естественно, нежелательно. Кстати, перед тем, как снимать корону, я должна была подставить скребок сбоку и проверить, правильный ли у меня угол. Видите, небольшой зазор сверху, то есть 2 мм сверху у меня не хватает. Это значит, что снизу больше крема и надо немножко подровнять. Ну, 1-2 мм не критично. Плохо, когда у нас слишком большой уклон. В таком случае надо переделывать, то есть счищать там, где много, наносить туда, где мало, и снова равнять до идеального состояния. Отправляем торт в холодильник, чтобы крем стал более стабильным. Буквально полчаса хватит. Затем снимем корону и займемся уже чистовым выравниванием. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в любой своей социальной сети. Это очень поможет продвижению моего канала. Пока торт в холодильнике стабилизируется, займемся окрашиванием крема. Для этого набираем крем в белую посуду, так мы лучше сможем контролировать цвет. Капаем туда пищевой краситель. Совсем небольшое количество. Лучше даже поступить вот таким вот образом. Убрать излишки. И если нам не хватит, потом мы их лучше добавим. Чем мы ярко покрасим крем, и у нас не останется белого, чтобы разбавить этот яркий цвет. Да, вот такого количества желтого мне достаточно. Посмотрите, какой нежный красивый оттенок получается. Смотрим, как он подружится с другими. По-моему, прекрасно. И все, крем готов. Иногда бывает такое, что крупинки содержатся в краске. Это не всегда означает, что краска старая. Иногда просто в тюбике стояла и подсохла по бокам. И если вы хотите, чтобы они разошлись, просто покрасьте крем заранее, уберите в холодильник и затем повторно пробейте его силиконовой лопаткой, и эти крупинки, они разойдутся. Если у вас нет возможности ждать полчаса, пока крем застынет, вы можете отправить торт в морозилку буквально на 5 минут. Дольше нельзя, иначе могут возникнуть проблемы с конденсатом. А вот немножко подморозить можно. Счищаем вот эти ребрышки. Я прислоняю скребочек вот так вот сбоку и протягиваю в центр. А чашу миксера очищаю скребок до чистоты, снова прислоняю и снова протягиваю в центр. Скребок должен быть очень чистым. Итак, еще раз прислонила и протягиваю в центр. Постоянно работаю чистым скребочком.
верхушкой мы, вероятнее всего, еще поработаем, потому что сейчас, когда будем делать чистовое выравнивание на бока, у нас верхушка может пострадать. То есть, когда мы будем корону снимать, мы можем немножечко тут запачкать. Поэтому вот такой вариант нас устроит вполне. И займемся боковиной торта. Я беру палетку, такую кондитерскую лопаточку узенькую, крем. Первый слой у нас будет фиолетовый. Всегда внизу торта желательно делать более темный цвет, чем сверху. И тонким слоем, буквально миллиметра 3, наношу крем. В самом низу, вот тут по подложке, лучше удалить излишки крема, иначе впоследствии при работе он будет вам мешать. Чистим палету и наносим розовый слой. Можно, кстати, это делать из мешочка, из кондитерского. Только вам потребуется 4 мешка. Это лишние траты. Между слоями можно делать небольшой перерыв, небольшой промежуток, буквально пару миллиметров. Потому что потом, когда будем придавливать скребочком, все это разойдется. Берем чистый скребок, прислоняем его к торту, смотрим на крем с той стороны, где у вас скребок, давим первый раз совсем чуть-чуть, сильно не давим. Если где-то сильно надавим, то у нас с вами может стесаться весь цветной слой. То есть немножечко придавливаю, чуть-чуть. Сейчас первый раз проедем, уберем скребок и дамажим там, где не хватает крема. Посмотрите, как на скребочке красиво. То есть берем лопатку и вот закрываем, где не хватает. Теперь чистим скребок. Он должен быть идеально чистый. И повторно проходимся, уже давим чуть-чуть сильнее. Но не настолько сильно, чтобы стесать весь декоративный слой. Аккуратно пальчиками перебираем поворотный столик, чтобы не было резких переходов, резких ребер. Также перед тем, как убрать торт в холодильник, советую взять бумажное полотенце, вот таким образом его свернуть, пальчиком надавить вот сюда, в это место, и счистить с подложки крем, потому что после холодильника он будет уже подсохший, остывший, и его снять будет гораздо сложнее. Стараемся при этом не поранить наш тортик. После того, как крем на торте хорошо остыл, он стал более плотным, и мы можем исправить мелкие дефекты. Для этого берем чистый скребок, прислоняем его к торту и очень-очень легонечко давя приглаживаем торт. Я не счищаю слой крема, просто приглаживаю его, для того, чтобы ушли лишние пузыри и неровности, которые могли остаться на торте. Прекращаю и убираю. Посмотрите, скребок практически чистый. Чистим корону, заглаживаем ее внутрь при помощи лопатки кондитерской или вот такого художественного мастихина. Каждый раз мы должны делать это чистым мастихином. Ни в коем случае не давим сверху вниз, а работаем сбоку в центр. Торт отправляется в морозильную камеру буквально на 5-10 минут, для того, чтобы легко можно было нанести на него подтеки. На тарелочке у меня меренги и пряники, все под рукой, чтобы было удобно работать. Также воспользуюсь вот такими мелкими посыпками. Если посыпок нет, вы можете просто растолочь меренгу и посыпать ее на торт. Это тоже смотрится очень эффектно. Тут у меня глиссаж, который я покрасила в фиолетовый цвет и перелила в кондитерский мешок. Через 5 часов он стал вот таким упругим, и мне нужно его подогреть. Делать я это буду в микроволновке в течение 5 секунд, не более. Я прогрела глиссаж в микроволновке, теперь его перемешиваю и отправляю еще на 5 секунд в микроволновку на максимальную мощность.
2 раза по 5 секунд хватило, чтобы перегреть мой глиссаж. Он очень горячий. Если у вас есть пирометр, то вы можете им измерить температуру глиссажа. Он очень горячий, наверняка тут градусов 35, а то и 40. Давайте проверим. Да, 38 градусов, теплый. Нужно отправить либо в холодную воду, либо в холодильник, либо даже немножко подморозить. Потому что работать должны глиссажем примерно 28 градусов, 27-28. Давайте покажу вам, почему нельзя работать вот таким горячим глиссажем. Срезаем кончик, примерно 7 миллиметров срез у нас. И используем чашечку, чтобы посмотреть, насколько глиссаж текуч. Наливаем. Чашечка прохладная, но капельки не останавливаются, они продолжают течь. Это значит, что на торте ваши капли также дружно стекут вниз и будут лежать на подложке, что не очень красиво. Поэтому отправляю глиссаж в холодильник ненадолго. Пусть остывает. Давайте проверим, что у нас с глиссажем. Я отправила его буквально на 2 минуты в морозильную камеру. Зажимаю кончик и хорошенько перемешиваю. Потому что вот тут у носика будет глиссаж более холодный, чем здесь. А это значит более вязкий. И мы не сможем качественно нанести подтеки. Смотрим. 28. Попробуем. Для достоверности теста, конечно, чашечку не мешало бы перед нанесением подтеков убрать в холодильник. То есть подержать там. Тогда будет более наглядно. И понятно, как глиссаж будет вести себя на холодном торте. Хорошие капельки, мне нравятся, как они текут. Это не происходит слишком быстро, несмотря на то, что чашечка теплая. Поэтому несем торт. Торт у нас побыл в морозилке. Соответственно, желатин на нем начнет очень быстро схватываться, и подтек не будет дотекать до низа торта. Лить буду не сбоку, а сверху, заходя примерно на полсантиметра. Лью. Начинайте с самой некрасивой стороны, чтобы посмотреть, как у вас идут дела. Где-то больше давим, где-то меньше, чтобы подтеки были разного размера, разной длины. Можно даже вот так вот рядышком сделать несколько. Видите, я останавливаюсь там, где хочу выпустить подтек. Выпустила, двигаюсь, выпустила, двигаюсь. Тут будет маленький. Здесь большой, тут будет очень большой, может быть, дойдет до подложки, так тоже можно делать. Обязательно дайте глиссажу зацепиться за торт, чтобы он не сбоку был, а именно лежал сверху торта. Подтеки готовы, посмотрите, какие классные. Можно устанавливать декор. Вот один почти дошел. Я люблю, когда на торте буквально пару лужиц. Это очень красиво смотрится. Красота. Первое, что мы установим, это, конечно же, медведь. И давайте определим с вами самую красивую сторону торта. Ту, которая нам нравится больше всего, где красивые подтеки, где хорошее выравнивание. Мне думается, что это вот эта сторона. Тем более там у нас, видите, крем-чиз просвечивает. Лучше отправить это назад, да, чтобы никто не видел. Ну, по крайней мере, фотографию, чтобы это не попадало. По декору вот такому следует помнить, что мы не устанавливаем его на край торта. Зона где-то 3 сантиметра от края неприкосновенна, потому что декор тяжелый. И если воткнуть сюда даже какую-нибудь безешку большую, то она может просто упасть. Да еще и если это пряник, он еще и торт с собой прихватит, кусок торта. Поэтому будьте осторожны. По центру прямо устанавливаем медведя. Вставляем в тортик. Медведь установлен. Если вдруг какие-то дефекты, используйте мастихин и подмазывайте крем при помощи него. Также иногда в работе пригождается пинцет для того, чтобы где-то что-то положить точечно, да, что-то мелкое, или вставить там, где вы рукой не можете подлезть. Вот эта штука очень выручает. Фонарики мы вставляем под углом, не так, чтобы он из головы у медведя торчал, а немножко был сбоку. Первый максимально близко к медведю, то есть отступаем где-то полсантиметра. Вставляем, задвину его вот сюда, а этот будет выше уровнем. Смотрите, куда я его буду вставлять. Вот в эту точку немножко под другим углом. Тоже полсантиметра отступаю и вставляю фонарик. Вот один выше, другой ниже.
Вот этот хочется еще глубже вставить, и как раз пинцет мне может помочь. Либо тонкогубцы какие-нибудь, тоже очень пригождаются в работе. Вот так мне нравится больше. Циферку 2 мы не можем поставить сверху, потому что при доставке торта она может упасть. Она без палочки, поэтому единственный вариант, куда мы можем ее разместить, это приклеить к торту. Причем мы можем как поставить ее на подложку, это будет более надежно, она точно не упадет, так и приклеить к боковине, что в принципе тоже достаточно надежно, учитывая, что цифра не тяжелая, совершенно не тяжелая. Двоечку приклеили. Обратите внимание, она располагается не под медведем, а чуть-чуть в стороне. Сюда я приклею пончик. Еще один пончик ляжет у меня вот тут, под углом. И вот тут еще один. Теперь будем приклеивать меренги. Но дело в том, что крем-чиз довольно влажный крем, и меренги от него будут раскисать. Страшного ничего нет, единственный нюанс — будет стрелять цвет. То есть крем-чиз будет окрашиваться в фиолетовый цвет, и это не очень красиво. Чтобы этого избежать, я растапливаю какао-масло или белый шоколад, опускаю меренгу донышком в какао-масло и кладу ее на пакет или пергамент для того, чтобы какао-масло остыло. И только потом устанавливаю меренги на торт. Естественно, об этом нужно было позаботиться заранее. Начинаем с самой большой безешки. Положим ее сюда. За ней следуют также большие элементы, крупные. Кстати, от глиссажа меренги не тает. То есть на них можно сыпать, клеить, все что угодно делать, им ничего не будет совершенно. Не кладите рядом две одинаковые меренги. Это не очень красиво смотрится. И настала очередь посыпок. Я использую битые меренги, то есть взяла их, покрошила. Помните, мы посыпали ими фонарик? Нужно где-то вот это продублировать. И в самом конце берем яркие посыпки и со всей силы кидаем их на торт. Вот в это место. И вот в это место. Я обычно не стараюсь как-то украсить, особенно торт сзади. Можно накидать сюда посыпок. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поделитесь им в любой своей социальной сети, группе в Телеграме или WhatsApp. Это очень поможет продвижению моего канала. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Наш торт готов, его нужно обязательно сфотографировать. И загляните в закрепленный комментарий. Там я собрала для вас ссылки по приготовлению меренги, пряников и росписи их королевской глазурью.